В марте 1944 года Красная Армия, разобравшись с врагом у себя дома, пошла освобождать Европу. Мы живем в такое время, когда многие ценности переоцениваются. Я не хочу говорить, что все новое – это ошибочное, но появляются новые вызовы, происходят новые события, которые мотивируют заглянуть в историю и пересмотреть ее. Либералы задаются вопросом, а зачем Красная Армия пошла в Европу? Это ведь агрессия. Нужно было освободить свою родину и защищать границы. Не стоило вмешиваться в дела европейцев. Зачастую это говорят настолько убедительно, что хочется поверить. Мое мнение, верить не стоит. Да, французы легко дали оккупировать немцам свою страну, и кажется, ничего страшного в их государстве не произошло. Непосредственно к французам немцы относились довольно мягко, по крайней мере давали понять, что все будет хорошо. В других европейских государствах было много сторонников Гитлера. Венгрия, Румыния, Италия, Финляндия вовсе объявили войну СССР. То есть эти государства освобождать никто не просил. Но давайте отталкиваться от тех планов, которые вынашивал военный преступник Адольф Гитлер. Доктор исторических наук профессор Дашичев отмечал, что Европа для немцев была основной базой, чтобы установить мировой порядок. За океаном была еще сильная Америка, но в 40-х годах прошлого века, как и сейчас, актуальна была идея: кто владеет Европой, тот владеет миром. Сейчас, кстати, высказывается мнение, что Европой владеет Америка. Штаты диктуют условия своим партнерам по НАТО. Теория Гаусгофера гласила, что владеет миром тот, под чьим контролем находятся земли от Эльбы до Волги. Азия, Африка – это все вторично. Это все легко завоевать, имея власть в Европе. Вспомнить еще можно мыслителей преступников Шмидта, который считал, что СССР это самый главный враг, от Союза нужно оторвать ряд земель и передать их немцам. Риббентроп, который был сторонником концепции «Европа для немцев». Все очевидно, гитлеровцам очень нужна была власть в Европе, и они были готовы ее взять. И почти взяли, кстати. А как бы сложились судьбы разных народов? Первое – цыгане и евреи. Тут все понятно. Для них понастроили концлагерей. Людей указанных национальностей методично уничтожали. Кстати, что касается концлагерей, то кандидат исторических наук доцент Маковский указывал в труде «Освободительная миссия Красной Армии в Европе», что за 12 лет немцы отправили в концлагеря 18 миллионов человек из 30 стран Европы, откуда 11 миллионов не вернулось. Страшные цифры. Второе. Францию немцы планировали разделить на две части. Переселить туда южных тирольцев. В целом, как я указывал, к французам планировали относиться более-менее гуманно. Настолько, насколько высшая раса может относиться к низшей. В частности, планировалось активно использовать в промышленности французских квалифицированных специалистов. Третье. Англичане должны были быть поставлены на колени. В целом, им бы тоже ничего серьезного не угрожало, если в общих чертах. Но нации пришлось бы жить в статусе низшей и жить по немецким законам. Четвертое. Относительно гуманно гитлеровцы планировали отнестись к датчанам, норвежцам, голландцам и шведам. Эти народы немцы считали близкими к себе, хоть и тоже низшими. Всех перечисленных ждали чистки и ассимиляция. Пятое. Чехов планировали онемечивать, но частично. Часть славян поехала бы трудиться в Сибирь. Шестое. Поляки бы стали рабами. Вспомним и про русских. На востоке немцев интересовали только ресурсы, там жили бы только рабы, и то их количество планировалось сильно сократить. Изнурительный труд, скудное питание, отсутствие медицины, снижение рождаемости. Русских осталось бы очень и очень мало. Красная армия избавила Европу от нацизма, освободив 11 стран Европы и 113 миллионов человек. Возможно, что кто-то не хотел освобождения. В целом, очень многих все же спасли. Планам преступника Гитлера не дали реализоваться. Я готов рассматривать точку зрения, согласно которой не стоило организовывать походы в Европу, брать Рейхстаг и так далее. Допустим, что бы тогда было? Представьте, что Гитлер бы понял, с СССР не стоит тягаться, и наши бы командиры заявили: в Европу мы не пойдем. Гитлер спокойно бы сосредоточился на европейской части мира. Рано или поздно он бы завоевал все там. А дальше Адольф не остановился бы. Нарастив потенциал, он бы опять попробовал взять Москву. Только тогда обороняться было бы уже намного сложнее. Уверен, что Гитлер задействовал бы все мощности пропаганды, чтобы настроить европейцев против СССР. И тогда бы мы воевали со всей Европой. У нас не было бы там союзников.
Врага нужно добивать в его логове, чтобы он не имел возможностей для реванша. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.